Я беседовал с тысячами людей, которые вылечили себя от самых разных заболеваний. Самый важный момент, который я видел снова и снова, это когда человек говорит: «Я просто дошел до этой точки в своей жизни, где я принял решение с твердой намеренностью». Или так. Амплитуда этого решения — это уровень энергии настолько больше, чем все те программы, которые закабаляют меня. И тело ответило на их разум в этот момент. Это их мозг и эмоциональное влечение тела к прошлому диктовало им свою жизнь. Первый шаг к созданию новой личной реальности — это преодоление вашей текущей личности. Нужно выйти за пределы обычных мыслительных шаблонов, обычных побуждений к действию и привычек, чтобы преодолеть определенные эмоции, оставшиеся с предыдущего дня. Это и есть та самая работа, которую нужно сделать. Какие-то дни вы легко входите в ритм как по волшебству, потому что вы продолжали тренироваться, будто играли великолепно в гольф, теннис, бег или вязание. В другие вам приходится работать немного усерднее. Что я понял, так это то, что тяжелые дни, наиболее сложные, но они всегда приносят наибольшее вознаграждение, потому что теперь вы непреклонны в достижении результата. И если вам потребуется час, чтобы преодолеть себя и оказаться в настоящем моменте, то используйте его, потому что именно там существует неизвестность. А знакомые эмоции и закабаляющие вас шаблоны прошлого — это известность и предсказуемое будущее. Это работа, потому что вы смотрите вокруг, чтобы увидеть, делает ли это кто-то еще, и вы не видите никого другого, кто это делает. Это своего рода момент одиночества, когда вы понимаете, что только вы можете это делать. Это момент, когда вы понимаете, что вас никто не понимает, кроме вас. И даже у друзей вы не можете спросить их мнение, потому что они дадут вам свое мнение на основе только своего опыта. И тогда вам нужно использовать все свои ресурсы и начать принимать новое решение. Решение, принятое с такой твердой намеренностью, несет уровень энергии, который превосходит все программы в мозге и эмоциональные состояния тела, связанные с прошлым. Тело реагировало на разум в те моменты, и чем сильнее была эмоция или интенсивность этой энергии, тем сильнее вы чувствовали эту энергию. Вы вышли из состояния покоя, и тем больше вы обращали внимание на выбор, который вы делали. В момент, когда вы принимаете решение и выходите из своего состояния покоя и начинаете говорить: «Мне все равно, что происходит в моей жизненной среде. Мне все равно, что думают окружающие. Мне все равно, как я себя чувствую. Мне все равно, сколько времени это займет, но я собираюсь это сделать». И вот тогда это новый электрохимический сигнал для организма. Это означает, что ваш организм говорит: в этот раз он действительно серьезен. Это похоже на то, как сесть на лошадь, обхватить ее ногами и дать ей пинка. И тогда ваш организм скажет: «О, теперь мы пойдем». Это сильный сигнал, который показывает вам, что вы настолько устали от всего этого, или у вас произошло очень серьезное событие, чтобы не оставалось другого выбора. И этот момент определяет человека.
Таким образом, если эмоция вдохновения сильнее, чем эмоция страдания от прошлого опыта, тем сильнее эмоция, которую он чувствует, и тем больше человек обращает внимание на картину в своем разуме. Мы можем сказать, что люди помнят свое будущее и начинают вырабатывать эту схему в своем мозге и посылать новую эмоциональную подпись своему телу. В каком-то смысле они создают последовательное ясное намерение с повышенной ясной сердечной эмоцией, и теперь они транслируют совершенно новую подпись. Это как бросок большого камня в очень спокойное озеро. И вот идут волны, которые движутся прямо в реальность, и теперь человек начинает менять свою энергию, и никто не меняется, пока не изменит свою энергию. А когда люди меняют свою энергию, они меняют свою жизнь. И что здорово, так это то, что вы начинаете видеть подсказки, приходящие из Вселенной. Вы начинаете замечать эти синхроничности, совпадения и возможности. И тогда люди говорят: «Я ничего не делаю, но это происходит». Конечно, вы ничего не делаете так же, как вы делали раньше. Вы просто меняете свою энергию, и это может быть настолько просто, что в настоящем моменте вы начинаете видеть обратную связь, поступающую в ваш мир. И я думаю, что именно это хотят люди. Вы можете быть кем угодно, иметь степень магистра или доктора, иметь среднее или высшее образование, быть полным или худым, больным или здоровым, молодым или старым, любого цвета кожи. Я видел это на людях совершенно разных рас, размеров, формы и диет. Никто не настолько особенный, чтобы быть исключенным. Я имею в виду, что знание — это предшественник опыта. Теперь я знаю, что если вы даете людям правильную информацию, а наука — это тот язык, который вы можете объединить с квантовой моделью и нейромоделью, с нейропластичностью, нейроэндокринологией, психонейроиммунологией, эпигенетикой и электромагнетизмом и всеми этими замечательными разделами науки, то сможете создать новую модель понимания. И человек должен быть способен и может объяснить эту модель. Если вы не можете объяснить это, значит, это не запрограммировано в вашем мозге, поэтому вы не придаете значения тому, что вы делаете. Вы оставляете это на усмотрение, вы оставляете это надежде или желанию, вы молитесь и хотите что-то, но это старая модель. Но когда вы понимаете, что вы делаете и почему, и можете это сформулировать, то вы устанавливаете нейрологическое оборудование в своем мозге в предвкушении нового опыта, чтобы лучше понять, как это делать. Суть в том, чтобы исключить все, что не является частью вашей привычной формулы. Поэтому прекратите задавать себе вопрос, почему это не произошло. Прекратите анализировать и осуждать себя, прекратите говорить «я не могу, это слишком сложно». Именно эти вещи стоят на пути между вами и вашим будущим. Когда вы сталкиваетесь с самим собой, например, когда сидите в медитации, что делают большинство людей, сталкиваясь с собой в медитации? Они говорят «я не могу медитировать». Они встают, берут телефон и прекращают, включают телевизор, делают все, что угодно, пьют кофе и так далее. Они не проходят дальше этой точки, потому что они не понимают, что им следует сделать. Когда вы начинаете создавать модель понимания, и человек может ее объяснить, вы программируете это в своем мозге. Даже сейчас, когда вы устанавливаете нейрологическое оборудование в своем мозге, вы готовите свой мозг к опыту. Затем вы даете им инструкцию, вы понимаете, что делаете и почему, и таким образом вы создаете условия в своем окружении, где чувствуете себя достаточно безопасно для творчества. Далее, человек переходит на следующий уровень, и теперь опыт начинает изменять их мозг, начинает изменять их тело, начинает подавлять определенные гены и активировать новые. Возможно, у вас будет хорошая медитация, а может быть и не очень хорошая. Но если бы я спросил вас, что вы сделали действительно хорошо в последней медитации, что вам понравилось в себе,
Объясните мне это. И если вы можете сформулировать, что вы сделали действительно хорошо, то я гарантирую вам, что когда придет время сделать это снова, то вы сможете это сделать. Затем, если бы я спросил вас, что бы вы сделали по-другому, что бы вы привнесли, как бы вы улучшили это, над чем бы вы поработали, и если вы смогли бы сформулировать это, я гарантирую вам, что вы начнете осознавать то, о чем вы раньше не знали. И теперь вы пойдете немного дальше. И когда вы тянете человека чуть дальше, чем обычно, за ту точку, где они обычно останавливаются, именно там происходит волшебство. В самом начале вы выходите в неизвестность. Это кажется неприятным, но если вы продолжаете применять то, чему учитесь, преодолеваете себя, то происходит своего рода квантовый сдвиг, который покажет вам, насколько вы действительно могущественны. И вы будете реально удивлены тому хорошему, что начнет происходить в вашей жизни. Это похоже на удар по теннисному мячу и нахождение точки опоры. Вы фокусируетесь на чем-то, и вот вы становитесь целостным. Теперь вы больше не создаете из дуализма или противоположностей. Обычно вы же знаете, как люди создают или притягивают то, чего у них нет. Например, «Эй, классный костюм, я хочу такой же». И в тот момент, когда я вижу, что у вас классный костюм, и начинаю думать, что хочу такой же, мой мозг естественным образом начинает включать меня в уравнение, и следующее, что я знаю, то, что я уже ношу ваш костюм. И таким образом у нас есть естественная способность создавать. Проблема только в том, что после того, как вы представляете это, вы открываете глаза, а у вас этого нет, и тогда вы испытываете еще больше недостатка. Да, мы еще не настолько хороши, но это достигается путем достаточного количества практик для создания состояния, в котором вы связаны с энергией вашего будущего так, что вы больше не ищете его. Вы не ждете его, а чувствуете и ощущаете, будто оно уже произошло. С другой стороны, когда вы раздражены, например, в пробке, когда вы начинаете осуждать коллегу, вы просто отключаетесь от энергии вашего будущего. И вот теперь вы вернулись к энергии своего прошлого. Если бы вы сказали мне, что это сделал кто-то другой, я бы сказал вам: вы снова вернулись к бессознательной программе «быть жертвой». Тогда человек спрашивает себя: когда я выпал из этого состояния? Когда я потерял его? Да, это произошло сегодня в 3 часа дня. В следующий раз, когда это произойдет, что я могу сделать по-другому? И теперь человек движется через свои обстоятельства жизни с согласованностью, с ритмом. Он начинает делать успехи. И больше так не реагирует на людей в своей жизни, которых он эмоционально использовал для подтверждения своей личности.